Добрый день! Я сегодня хочу вам показать новинку, которую мы сделали совместно с компанией Dedal NV. Ну и понятно, что это прицел. С чего все началось? Началось все с коллиматора. Вернее, даже началось все с коллиматора с магнифайером, который мы стреляли с пневмопрактикой с Павлом 2 года назад, насколько я помню, на Кормило, на хуторе. И мне тогда показалось очень интересным. Сам коллиматор для быстрой стрельбы идеальный, а с магнифайером он дает возможность целиться более точно. Но мне не нравится коллиматор в связи с тем, что у меня астигматизм, и, соответственно, я не вижу не точку, а вытянутую какую-то линию. Нехорошо. И возникла идея, почему бы не совместить преимущества коллиматора и магнифайера в одном приборе, в оптическом прицеле, малой кратностью, которым можно работать и как коллиматором, и как оптическим прицелом. Мы вышли на Dedal, озвучили им наши хотелки, они проработали все, мы обсудили всяческие технические моменты, которые возникали по ходу проектирования, ударили по рукам, они запроектировали прицел и, наконец, они его сделали. У нас готовый образец, не тестовый, а уже коммерчески готовый, мы готовы продавать. Итак, коробочка знакомая. Прицел называется Raven. Ворон. Значит, стандартная упаковка, как и в Сталкере. Вот Сталкер. Прицел. Сам прицел, неопреновый чехольчик и руководство по эксплуатации. Прицел выглядит вот так. Саня, ближе. Видно? Нормально? Угу. Название. Вот здесь баллистическая сетка. Тут характеристики. QR-код Dedal, батарейка, отсек для батарейки. Диоптрической подстройки нет. Параллакса нет. Отстройка по вертикали и горизонтали стандартными крышечками. И здесь на крышечке написано вправо вверх, ну и соответственно в другую сторону влево вниз. Крышечки взаимозаменяемые. Цена деления 15 мм. Один щелчок 15 мм. Значит, по прицельной марке я чуть позже расскажу. По поводу крышечек, мне откровенно говоря, эти крышечки не нравятся. И они изначально стояли на Сталкере, я был категорически против, поэтому мы на Сталкере крышечки поставили нормально и с возможностью регулировки. Но здесь я согласился с специалистами из Dedal о том, что этот прицел не для того, чтобы вносить оперативные поправки, нафиг не надо. Один раз поправил, поправки пристрелял его, и все, и можно закрывать. Поэтому да, проще, удобнее, хорошо. Погнали, сейчас мы просто сравним прицелы Сталкер, Таска и Raven по разным характеристикам. Крепление на вивер, вот таким образом. И просто закручиваете. Вес. Ну вот мой стандартный отстрелочный прицел, можно сказать, эталон Таска SS, еще та настоящая японская. Через нее прошли тысячи, реально тысячи винтовок, и на каждую винтовку поправки крутились, и он живой, и до сих пор. И менять его ни на что не намерен. Очень хороший прицел, таких вы больше не найдете, только у меня. Итак, он вместе с кольцами, готовый к установке, весит у нас 794 грамма. Ну вот же. Вот, погнали. Дальше. Следующий. Мой любимый. Тоже мой любимый. За его компактность, его яркость, четкость, светлость. Сталкер. Шестикратный. Он весит у нас 414 граммов. И теперь Raven, который весит у нас 214 граммов. То есть, практически ни о чем. Сейчас мы пойдем, поставим их на винтовку и постреляем. Да, кстати, вот в сравнении, да, вот Сталкер, вот Raven. Мы сейчас на винтовку поставим, посмотрим. Итак, сейчас я возьму Вот у нас готовые винтовки на отправку, мы их завтра, послезавтра будем паковать, это все на Россию. И я сейчас возьму просто
первую попавшуюся винтовку, для того, чтобы поставить на нее прицел и посмотреть, что у нас получится. Вот у нас здесь длинные шестерки, там стандартные шестерки, пятерки. Ну, возьмем. Так, 43,65. 43,65. Это я к чему показываю номер? Кому-то же эта винтовка придет, и он будет знать, что с его винтовки точно стреляли. Заодно я покажу, как она готовится после прихода к бою. Погнали! Вот примерно так я вижу мишень на 50 метров через Таска СС, 10-кратник. Вот так я вижу мишень на 50 метров через Сталкер 6-кратник. И вот так я вижу эту же мишень на этой же дистанции через Raven, 2-кратник. Почему этот прицел удобен как коллиматор? Вот видите, вот этот вот большой круг, его можно использовать для быстрого прицеливания. А вот эти баллистические засечки, галочки, они тоже не просто так сделаны. Между ними расстояние 2 мила. Ну, вот так я вижу через коллиматор. Причем камера даже точку не берет. Я ее глазом вижу, а камера нет. Вот я ее поярче делаю. Вот где-то там она есть. Итак, винтовка 43,65. Я поставил на нее отстрелочный прицел. И я сейчас сделаю один барабан в мишень. Камера там включена. Для того, чтобы посмотреть, ну, какая у нее нормальная кучность, нормального прицела. Все прицелы нормальные, ну, с отстрелочным прицелом, скажем. Погнали. Ну, в принципе, вам все видно на видео. Я думаю, с учетом того, что винтовка просто из коробки, я ее не освинцовывал, ничего. Ну, вот как-то так. Сейчас камеру выключу, я поменяю прицел, поменяю мишень. Я поставлю вот такую мишень, ну, чтобы мне было удобнее просто целиться. И еще раз делаем отстрел уже с Raven. Итак. Raven, та же дистанция, та же мишень, там камера включена. 8 выстрелов. Есть. Сейчас я пойду поменяю мишень и то же самое попробую стрелять с коллиматора. Значит,
Коллиматор я не стал переставлять на ту же винтовку. Это винтовка моей дочери. Она стреляет очень хорошо. Если ставить оптику, она очень кучная. Это же моя дочери винтовка. И чтобы не перестреливать ничего, вот я сейчас с нее стреляю. Те же самые условия. Камера включена, 50 метров, 8 выстрелов. Пойду посмотрю. Разумеется, я ничего не вижу в коллиматоре. То есть я примерно стреляю вот где-то так. А в Raven я вижу пробоины. Не каждую, но если, например, 2 пули хотя бы вот касаются, или 3, я их вижу четко. Итак, замеряем, что самое интересное. Вот мишенька, которую я отстрелял с 10-кратника. Замеряем, Санди. По краям. Хотя все говорят, надо по центрам мерить. Ладно, давай по центрам померим. По центрам у нас получилось 30 миллиметров. Вот мишень, которую я отстрелял с Рейвена. По центрам наибольшая диагональ у нас получилась 34 миллиметра. То есть плюс 4 миллиметра. В 5 раз меньше кратность. И всего плюс 4 миллиметра. И коллиматор. Так, наибольший у нас вот здесь. По центрам дал нам 45 миллиметров. Я, честно говоря, охренел. С коллиматора на 50 метров, не видя, куда целиться, я целился примерно в середину листа. Ну, вот так вот, насколько лист видел. 45 миллиметров. Да, на мой взгляд, офигенно. Следующим этапом, в конце концов, для чего мы его сделали, он же замена коллиматора, сейчас поставим баночки и попробуем пострелять по баночкам. 8 банок, коллиматор, 8 банок, Raven, стоя с рук. Нужно учитывать, что я так себе стрелок, ну, посмотрим, что получится, интересно. Итак, стреляю стоя, ну вот я с тира вышел, буквально здесь 1,5 метра, то есть практически тот же самый полтинник. Глазами я их вижу. В принципе, в коллиматор тоже вижу. Но точка, да, на самой минимальной кратности яркая настолько, что она засвечивает мне и перекрывает. Но, тем не менее, попробую. Даже не видел, сколько сбил, пойдем посчитаем. И заодно банки поменяем. Не выключай камеру. Ну вот, сбил 2 банки, да? Вот одну сюда попал. Остальное куда-то непонятно ушло. 2 из 8. 50 метров стойка с рук. Сейчас посмотрим, что Raven нам покажет. Ставим банки, выключаем. Ну вот попадание. Вот одна банка попал. И вторая банка в край попал. Все? Так, камера работает? Не работает. Вот теперь работает. Не выключай пока. Ага, я снимаю.
Я с коллиматора стрелял быстро, ну потому что один хрен ничего не видел. Разницы не было, выцеливать или не выцеливать. Здесь посмотрю, если хорошо, да, видно хорошо. Попробую выцеливаться, поэтому стрелять буду медленнее. Все. 5. Итого, 5 из 8. В 2,5 раза больше, чем с коллиматором. Но вы видели первые 4? Первые 4 выстрела. Раз, два, три, 4. А потом я устал. Я давно не тренировался. То есть прицел реально позволяет стрелять навскидку на достаточно длинную, большую дистанцию, 50 метров. Для коллиматора это серьезно. И более того, вы видели, прицел позволяет стрелять еще и на кучность на эту дистанцию. 2-кратно. Оптика просто огонь. Поэтому, с учетом всех его характеристик, а это же Дедал, он же держит огнестрел, и огнестрел держит достаточно серьезный, вплоть до 50-го калибра. То есть его можно ставить на гладкий, его можно ставить на штурмовые винтовки, куда угодно. 214 грамм. Изумительная, кристально чистая оптика. В общем, вариантов нет, только покупать. Цена для России 55 тысяч рублей. Ну а что вы хотели? Качество. По-другому никак. Для западных потребителей цену можете узнать у своих представителей. Я полагаю, что на Запад они пойдут через несколько месяцев, нам нужно сделать разрешение на них. В России они уже доступны, можете заказывать. Если есть вопросы, пишите. Если хотите, чтобы я еще что-нибудь показал, рассказал, пишите. Сделаю еще одно видео. На этом все. Пока. Возвращаю все взад, как оно было. Так что владелец винтовки 4365, а это не просто винтовка, а винтовка, которая с историей, я бы сказал, засветилась на видео. Продать ее можно будет дороже, если что. Хотя зачем продавать хорошую вещь? Так, просто ради интереса. Диаметр банки у нас 93 миллиметра. Ну, это для любителей все замерять. Это стоя с рук, 50 метров, двукратный прицел. Теперь точно все. Не все, вот. Сейчас же про цену будут сразу говорить. Дорого. 55 тысяч. Холосан, отличный коллиматор, реально. Китайский холосан. Стоит 30. Настоящий холосан, ну, я думаю, стоит примерно столько же. Но это намного удобнее. Поэтому сравнивайте. Пока.